Сегодня приготовим хлеб на опаре Пулиш. Вот такая опара замечательная. Простояла она у меня 12 часов. Можно делать. Очень легко и просто она делается. Я прикреплю вам. Или пойдет дальше. Сейчас решу как. Берется эта опара Пулиш. Это польская опара, выведена еще в 1800 году. Смотрите, какая. Делаем опару Пулиш. Нам понадобится вода, дрожжи и мука. Наливаем 200 мл воды. В этих 200 мл мы пол-грамма дрожжей. Дрожжи растаяли. Все, всыпала 200 грамм муки и все это размешать. Опара вот такая густая. Затягиваем пленкой и оставляем. 12 часов минимум. Можно 16 часов. От 12 до 16. Вот она такая пористая. 50 грамм. Сюда мы добавляем соль. Размешиваем ее, чтобы растаяла вода. Размешиваем соль в воде. Потому что у меня крупная морская соль. Я хочу, чтобы она растаяла быстрее. На этой закваске пекут хлеб во Франции, в Австрии, да, по всей Европе. Только у нас почему-то оно не развито. Это очень легко, просто. Все. Выливаем воду и очень хорошо смешиваем. Видите, как она не хочет с водой смешиваться. Объединяться не хочет. Теперь мы добавляем житнюю муку. Или же цельнозерновую, какой вы хотите. И пшеничную высшего сорта. Все. Замешиваем руками, потому что уже тяжело. Оно вот такое должно быть приставучее, липучее. Но мы все равно мешаем. Муку не добавляем. Вымешиваем минимум 5 минут. Сейчас мы обмажем его растительным маслом со всех сторон и соберем в комочек. Тянем пленкой и оставим на 30 минут. Каждые 30 минут будем растягивать, обогащать тесто пузырьками. Все. Каждые 30 минут его надо обминать, это тесто, чтобы заставить дрожжи работать. Растягивать вот так. Все, и оставляем еще на 30 минут. Ну что, обминаем еще раз. Тесто наше простояло 2 часа. Вот какое оно хорошее, вырос. Сейчас мы его обомнем и сделаем уже хлеб.
Слаживаем конверт. Можно так несколько раз сделать. Слаживаем его сразу в форму. Положим на пергаментную бумагу, чтобы легко было доставать бумагой. Накроем пленкой, чтобы не заветривалось. Все, тесто наше расстоялось. В духовке мы нагрели чугунную сковороду. И сейчас переложим туда тесто. 15 минут будет выпекаться на 230 градусах. Потом уменьшим до 200 градусов. Ставим на дно горячую воду. Что? Разрежем наш хлебушек. Слышите? Какой он замечательный. Отличный хлеб получился.